Привет, друзья! Ненадолго пропал с радаров, но не волнуйтесь, все хорошо, и буквально совсем скоро мы встретимся с вами на самых интересных музыкальных мероприятиях вашего города. А сейчас с удовольствием хочу представить вам, возможно, самый долгожданный, самый ожидаемый ролик на моем YouTube-канале. Мы рассмотрим с вами Nano Loop, изучим навигацию и приступим к созданию собственной композиции. А поможет нам в этом замечательный исполнитель Ghost Memory, резидент лейбла Blip Love. Влад занимается чиптюн-музыкой уже более 15 лет, и ему точно есть чем нас удивить. Но для начала я хочу выразить огромную благодарность всем подписчикам, особенно тебе, за вашу активность, комментарии и помощь в распространении моих видео, поскольку это основное, что мотивирует заниматься этим серьезнее, больше, дальше, лучше, ну и все для вас. И поэтому напоминаю, когда на канале будет 500 человек, я разыграю среди вас модифицированный Game Boy Pocket, на котором выполнен Pro Sound мод на стандартный выход, мод на аккумулятор и мод на разъем, который позволит заряжать Game Boy от пауэрбанка. Это универсальное портативное решение станет вашим лучшим другом и помощником в путешествиях и создании музыки на карманной игровой приставке. Распространяйте мои видео среди тех, кому, на ваш взгляд, они окажутся интересными и полезными, и пишите в комментарии, о чем бы еще нам следует вам рассказать. А теперь запасайтесь вниманием, мы переходим к основной части видео. Давайте познакомимся, что же за зверь такой Nano Loop, почему он не страшный и с чем его особенно приятно готовить. Погнали! Привет, я Влад Андреев, я пишу музыку на Game Boy под псевдонимом Ghost Memory, использую в основном Nano Loop и сегодня хотел бы вам рассказать о нем. Nano Loop — это программа для создания музыки на Game Boy, есть две основные версии. Nano Loop One для оригинального Game Boy и Nano Loop 2 для Game Boy Advance. Есть также версии Nano Loop Mono и Nano Loop для iOS и Android. Нас интересуют версии для Game Boy, с их помощью можно создавать чиптюн, поэтому на них и остановимся. Nano Loop One предназначен для оригинального Game Boy. Его можно использовать как на кирпиче, так и на Game Boy Pocket, Game Boy Color. Но звучать он будет лучше всего, конечно, на оригинальном Game Boy. По звуку первый Nano Loop будет довольно сильно отличаться от Nano Loop 2. Он подходит для более классической 8-битной в кавычках музыки, в то время как Nano Loop 2 заточен под Game Boy Advance, и звуковые возможности у него более разнообразные. Архитектура и принцип работы у обеих версий Nano Loop практически идентичны, поэтому, освоив какую-то одну версию, вы без труда перейдете на другую. Лично я использую обе версии, и каждая по-своему хороша и интересна. По принципу работы Nano Loop сильно отличается от популярного LSDJ, в первую очередь тем, что LSDJ это трекер, а Nano Loop по сути степ-секвенсор. У нас есть паттерн, разделенный на 16 шагов. И мы редактируем каждый шаг или ноту отдельно, примерно так же, как если бы мы работали с драм-машинкой. В Nano Loop отсутствует такое понятие, как инструмент, и для каждой новой ноты мы отдельно настраиваем различные параметры, например, громкость, pitch и различные модуляции. Разумеется, ноты можно копипастить и редактировать сразу группами для удобства. Всего есть 4 канала, 2 монофонических, 1 полифонический и 1 для шума. Монофонические каналы L и R воспроизводят прямоугольную волну с управляемой шириной импульса и FM-модуляцией. На каждую ноту можно применять различные параметры. Для этого вызываем меню 1, нажимая Select. Выбираем параметр и настраиваем его значение. Сейчас у меня канал замьючен, нужно нажать A и Start. Мы услышим звук. Первый параметр — это громкость, амплитуда. Можно менять громкость и длительность звука. Следующий параметр — это pitch, октава, ноты. Дальше идет модуляция, pitch-модуляция. Дальше идет параметр waveform, который меняет форму волны. И последний параметр — это панорама, но она работает только на S-канале и на Noise-канале. На каналах L и R это параметр, который меняет, добавляет дилей
И с помощью него можно также добавить свинг. С помощью кнопки А мы можем вырезать и вставлять ноты. И зажимая клавишу А и нажимая D-pad, мы можем группами редактировать значения нот. Повторным нажатием селекта можно вызвать меню 2, в котором есть некоторые интересные параметры, которые могут внести разнообразие тоже в трек. Например, есть функция пинг-понг, которая настраивает направление воспроизведения паттерна. Например, сейчас паттерн будет проигрываться задом наперед. Либо можно сделать так, чтобы ноты вообще выскакивали рандомно. Это удобная фишка, которая позволяет делать такую похожую на генеративную музыку штуки. Следующая функция позволяет сдвигать паттерн. Тоже интересная штука. И у нас есть темп, который варьируется достаточно сильно. От, по-моему, 40 до нескольких тысяч BPM. Также у нас есть канал S. Это канал полифонический. Он позволяет проигрывать настоящие аккорды, а не арпеджио, как на других двух каналах. То есть полноценно звучащие аккорды можно делать. Аккорд настраивается очень просто. У нас есть root нота и дальше ступени. 4-я ступень, 9-я. И здесь нота до, 3-я ступень, 7-я. Можно менять форму волны, и получаются интересные, классные звуки. Отдельно хотел бы рассказать про крутую фишку нанолупа. Это возможность рандомизации параметров. Делать это с помощью правого триггера. Мы выбираем любой параметр, нажимаем триггер, и с помощью D-pad меняем параметры, они скачут рандомно. Например. Канал N Noise воспроизводит два вида шума. Белый шум, который звучит как на первом нанолуп. Такой более 8-битный звук. И также можно переключить на режим металлического шума, который звучит соответственно. Канал Noise работает все время в режиме арпеджио. И у него настраивается панорама. Для канала N интересно использовать функцию свинга. Нажимаем A, чтобы редактировать все ноты, и поднимаем вверх, добавляя такого свинга. Готовые паттерны сохраняются в слоты памяти. Всего есть 15 слотов на каждый инструмент для каждого банка. Банки переключаются вот здесь, и всего их 128.
Паттерны банки можно копировать, перезаписывать, удалять и перемещать между геймбоями с помощью линк-кабеля. После того, как вы накидали какое-то количество паттернов или лупов, можно вызвать меню 2, перейти в режим Song Editor и создать структуру композиции. Вообще, Song Editor довольно простой. Вы перемещаетесь по 15 страницам и прописываете последовательность паттернов для каждого канала, что в итоге превращается в композицию. Стоит отметить, что аранжировка сохраняется каждый раз, когда вы закрываете Song Editor, нажимая Select. То есть, если вы, например, не выйдете из режима аранжировки и выключите геймбой, то структура трека не сохранится и придется заново расставлять паттерны. В качестве заключения я хотел бы поговорить о Nano Loop как о самостоятельном инструменте и сравнить его с самой популярной программой для написания музыки на геймбое LSDJ. На мой взгляд, не следует рассматривать Nano Loop как конкурента LSDJ. Программы очень разные. LSDJ — это почти классический трекер с широчайшими возможностями, и он подходит для любой музыки, но в первую очередь для мелодичной, со сложными музыкальными фразами и структурами. В Nano Loop же довольно сложно писать треки с развивающимися партиями и сложными мелодиями, хотя тоже возможно, так как философия Nano Loop ориентирована на работу с короткими паттернами, что делает его очень удобным для написания музыки типа хаус и техно. Также из-за того, что мы можем на лету комбинировать множество различных параметров, рандомизировать их, мы часто будем получать что-то необычное, странное или просто круто звучащее, что очень подходит для всяких экспериментальных жанров. В работе с Nano Loop мы гораздо чаще, чем в LSDJ, будем сталкиваться с happy accidents, которые позволяют приходить к каким-то неожиданным звукам и поворотам в композиции, что лично для меня делает написание музыки с помощью Nano Loop гораздо более веселым занятием. Также мне очень нравится вот этот минимализм, который просто пронизывает весь дизайн Nano Loop, его визуальный стиль и его ограничения, которые толкают тебя на ухищрение и изобретательность. Спасибо за внимание, надеюсь, видео было интересным и полезным. В 2019 году я выпустил альбом, полностью написанный на первом Nano Loop. Альбом называется Акибоно. Он вышел на нашем отечественном лейбле Bleak Love. Можно его бесплатно послушать и скачать на бэндкампе лейбла. Можно поддержать монетой. Ссылка будет в описании. Все.